Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, ритуал, который я, наверное, лет 6 назад примерно подарила вам. Кайрос подарит удачу. Он очень многим понравился. Оказалось, что это, то есть этот заговор, точнее, стал один из любимых. Он такой маленький ритуал-заговор из любимых работ наших зрителей. Хочу вам подарить еще одну работу с призывом Кайроса. Но для исполнения желаний. Кроме русского текста, составленного мной, есть еще текст древнегреческий. Больше он похож на понтийский греческий, то есть наречие понтийского языка греческого, на котором говорили в Византии. Языческое, то есть вот это вот четверостишье или чуть больше, это очень древний призыв удачи, Бога удачи. Поэтому, естественно, за тысячелетия эти слова впитали в себя все больше и больше сил. И вы уже знаете по опыту, что древние заклинания вместе с новыми срабатывают очень быстро и хорошо. Для этого вам нужно будет взять красную свечу, бумагу, чистую бумагу, без линий или там квадратов, ручку, зажечь свечу, начитать этот заговор 10 раз, написать на бумаге то, что вы хотите, вашу мечту. Но постарайтесь, чтобы это была материальная мечта. В основном именно материальную мечту быстро помогает, то есть осуществиться Кайрос. Это не там, чтобы полюбил меня Вася или Петя, чтобы моя соседка заболела и прочее. Не такого рода. А именно материального плана быстрее приходит, или там сдача экзамена, например, или еще что-нибудь такое, что принесет вам карьерный рост. После того, как вы начитали, проводить нужно в темное время суток. Вообще такие ритуалы на желание лучше проводить после полуночи, когда космос свободный, когда чистое пространство, и оно очень быстро начинает вот это вот колесо крутится, знаете, вот это вот силы магии приходят в движение и сбывается гораздо быстрее, чем в обычной жизни, чем в другое время. Немного с вами освежим в памяти, кто есть Кайрос. Это древнегреческий бог счастливого случая, счастливого мгновения. Если Фортуна – это богиня удачи, и вообще она сама судьба, которая может и удачу подарить, и неудачу, но в любом случае к ней, конечно, взывали за удачей, ни один нормальный человек не попросит неудачи для себя, то она, естественно, ассоциируется больше с удачей. Она богиня удачи, счастливой жизни. А здесь счастливого случая. Этот крылатый бог, по разным версиям, основной версии сын Зевса, у него такая прическа, на голове такой чуб, волосы, отдельный такой хвостик на голове. Отсюда и выражение «поймать удачу за хвост». Но за хвост не с той стороны обратный, а с головы, с хвоста, вот хвостик на голове. И нужно было уметь поймать удачу, чтобы она не проскользнула мимо тебя, не сбежала, а
улучшить момент и поймать эту удачу. И тот, кто мог поймать эту удачу, тот, конечно, получал желаемое, и его мечта сбывалась. Неуловимый он был. Но время от времени начинал шутить с людьми. Если кто-то ему нравился, если кто-то его призывал, если кто-то старался вызвать симпатию у Бога счастливого случая, то считалось, что Кайрос кружится вокруг этого человека в этот момент, когда он просит его помощи. И вот в этот момент можно схватить за хвост удачу и получить желаемое. Но есть один нюанс. Для того, чтобы схватить удачу за хвост и получить то, что тебе хотелось бы, нужно быть всегда начеку и быть готовым действовать и рисковать. Потому что только тогда Кайрос начинал заигрывать с человеком и кружиться вокруг него. И этот момент удачи и счастливого случая, то есть можно было ухватиться и поймать. Например, если человек хочет сниматься в кино, и если ему предложили какой-то там, где-то там выступить, он вот это его удачи, то есть удачный, счастливый случай. Он должен в этот момент показать себя с самой лучшей стороны так, чтобы его заметили. Если человек шьет красивую одежду, то он может, например, вот какое-то мероприятие, вот близкому человеку предложить свою помощь, предположим, бесплатную, да, и так красиво показать свою работу, чтобы все ахнули и начали спрашивать, кто автор. Вот удачи. То есть удача, счастливый случай. Схватить за хвост удачу. Но стараться нужно. То есть удача просто так в руки не идет. Надо иметь пытливый ум. Итак. Значит, зажигаем красную свечу. Читаем 10 раз заговор. Потом пишем свое желание на бумаге. После чего нужно сжечь эту бумагу от свечи. Постарайтесь там, то есть заранее емкость поставьте на алтарь, чтобы было где сжечь. И когда уже все сгорело, оставьте немного остыть. И, значит, идете и высыпаете это в окно. Отдаете ветру. Смотрите, вот эту вот на русском языке часть заговора читайте на свечу. Когда пишете свое желание и сжигаете, то читайте уже заговор на греческом. Этот старинный заговор опять 10 раз. А потом, дожидаясь немного, пока он там полностью, то есть пепел остынет, чтобы там не было искры или что-нибудь подобное, открывайте именно окно, не в дверь. И отдаете это ветру. Возьмите маленький клочок бумаги, чтобы сжечь, чтобы это прям не было видно. Итак. Я взываю к древнему богу счастливого случая. О, Кайрос, внемли моей просьбе. Я прошу твоего покровительства. Бог, созданный из воли и мысли, твоя власть не имеет границ в мире людей и в мире теней. Услышь меня, Бог, дарующий счастливый случай. Я призываю твое святое имя. О, Кайрос, покори непокоренное и исполни неисполнимое. Заклинаю. Я взываю к древнему богу счастливого случая. О, Кайрос, внемли моей просьбе.
Я прошу твоего покровительства. Бог, созданный из воли и мысли, твоя власть не имеет границ. В мире людей, в мире теней. Услышь меня, Бог, дарующий счастливый случай. Я призываю твое святое имя. О Кайрос, покори непокоренное, исполни неисполнимое. Я взываю к древнему Богу счастливого случая. О Кайрос, внемли моей просьбе. Я прошу твоего покровительства. Бог, созданный из воли и мысли. Твоя власть не имеет границ в мире людей, в мире теней. Услышь меня, Бог, дарующий счастливый случай. Я призываю твое святое имя. О Кайрос, покори непокоренное, исполни неисполнимое. Заклинаю. За своих близких можете просить только в том случае, когда это очень близкий человек, сын, там, муж, дочь. И вот, например, вы просите там, чтобы поступил в университет или получил там хорошие, не знаю, хорошие оценки, если там нужно вот в данный момент, и что получил хорошую работу. Вот в таком формате можете просить для близкого человека. И вот написали четко, ясно свою просьбу, сожгли. Нет, и 10 раз сверху еще прочитали и сожгли. И читайте уже этот древнегреческий заговор. Я прочитал по 3 раза, буду читать по 3 раза. Можете написать с моих слов этот заговор. Не ошибетесь. Произнесете правильно, потому что я читаю медленно, когда это не на русском языке, для того, чтобы можно было с моих слов переписать. Абелокам надес лаира. Гибур оребуас. Перо. Об эваль центер элиура. Апусе мекам войтисе. Экпироси то айтима му. Ну так по слогам практически прочитала. Абелокам надес лаэра. Гибур оребуас. Перо. Опеваль центер элиура. Акусе мекам вайтисе. Εκπύρωσιτο άιτιμα μου. Αμπέλοκαμ νάδες λαέρα. Κιμπούρ ορέμποας. Πέρο. Οπεβάλ τσεντέρ. Ελίουρα. Απούσε μεκαμ βόητισε. Εκπύρωσιτο άιτομα μου. Многие слова уже, может быть, давно не используются в греческом языке, но это один из наречий понтийского греческого. Однако они обладают определенной силой, потому что это древние заклинания. Просите помощи, и пусть Кайрос помогает в осуществлении ваших мечтаний. Всем удачи!